Здравствуйте! Здравствуйте! Вот мы снимали видосы, снимали. Теперь мы хотим сами гонять. Блин, наконец-то! Да. Когда-то давно мы ездили на наших японских машинах. Но уже на протяжении примерно 3 лет Скилл упал. мы просто мечтали о том, чтобы начать кататься наконец. Наконец, вот у нас есть «Жигули». В душе мы все-таки чуть-чуть патриоты. И, конечно, без боли на это смотреть невозможно. Вообще она другого цвета будет. Вот вы смотрите, она вообще совершенно другая будет. Но пока что ей пиздец. Слева стояло одно зимнее колесо спереди и лысое зимнее стояло сзади. Слева. Справа только летние колеса. И ехать очень интересно. Ведет себя машина почти что непредсказуемо. Есть. Едет машина, едет. На самом деле я очень боялся сегодня, что она не заведется. А она прям дрых, и все. Чё ты бибикаешь? Смотри, знаки, Психует, психует. Я ему бибикаю. Ну чё? Ты ж тупой. Машина ровнее стала, это точно. Никогда не клеил наклейку шипованную. Мне кажется, она портит вид. Да. Что за японские ведра? Короче, нам будет делать Жигу человек, который так и не сделал Nissan. Хозяин вот этой помойки. Я сделал краткий обзор. У него какая-то странная там ситуация с пердежом, с отсутствием отсечки, короче. Да. Ситуация с пердежом решается мизимом. Здрасте. Вы крайне быстрые. Мы ее более-менее подготовили, хотя там у нас нет, не знаю, много чего, но это пофиг. Кайф вообще. Только что поменяли дворники и встретили еще один кусок говна под названием ВАЗ-2106. Everything look
Christmas fine. Disney bonafide. And so are all of you. Заглох. These few days go by so fast. I wish I could somehow make them last. Put it in a bottle, stick a label on, saying do not open till summer comes. Well, right now, let's savor this. And underneath the mistletoe, get a kiss. The rest of the year may be hard to come by. So right now, I'm gonna give it a try. And so are all of you. Ну чё, первый выезд состоялся. Нормальный такой, достойный, да? Мне очень понравилось. Пару раз Артем чуть не уехал в канаву. Я даже один разок хорошо проехал, прям даже почти не рулил. А мне понравилось, что даже бывали моменты, когда я близко подъезжал и прям навык какой-то остался, надо катать. Катать и чинить подвеску. Есть еще что починить. В Жиге было сломано все. Ну, может, кузов более-менее еще как-то, но тоже багажник сломан, двери прогнил. Пол прогнил, порог гнилой. Короче, вот Жигули. Вот в самом страшном смысле этого слова у нас настоящая Жига. Ну, что у нас сделано, расскажет нам Алексей. Она приехала с оторванным амортизатором, с лопнутой пружиной, с прогнившими задними креплениями пружин. Ну, то есть работ было достаточно, все дефектовалось. Поставили полностью новая вся передняя ходовая часть, то есть это рычаги, вся трапеция. Вчера был установлен новый рулевой редуктор, заварен лонжерон, который лопнул. Да, обязательно заварен дифференциал, потому что зимние гонки без этого никак. Была починена печка, чтобы было тепло, установлен ковш, чтобы было удобно, и ремни, чтобы было безопасно. Не горела, короче, лампочка аккумулятора, все было почищено и поставлено обратно. Чё ты, бабка, делаешь-то, а? Здорово, монстры! Привет. Ну чё, готовы? Да? Потому что спортсмен. У каждого водилы была одна всего попытка на тренировку, вот, которой я воспользовался ужасно. Меня 2 раза развернуло, Две было а попытки. может даже и 3. Последний специальный. Нас просто поразворачивало по трассе. И все. Чуть поцарапали ребятам лед и обратно заехали в парк. Какие-то места я проехал боком даже, мне показалось. И такой, да, все реально, все круто. Вау, да хотя бы одну попытку-то можно проехать. Упс. Фаталити, смотри, произошло. Первый разворот у кого был? Что вот у этой фишки надо было переложиться. Мне кажется, его почти развернуло. Он решил, что надо перекладываться. Серьезно. Ну, достаточно быстро, да? Было неплохо. Ну, лучше, чем многие, на самом деле. Тебя опять там же развернуло. Причем так быстро. На втором круге. Квалификацию, короче, мы не прошли, но мы не удивились. Дальше пошел я изучать машины конкурентов, которые более-менее были подготовлены. Конечно, я пошел к иностранцам. Чуваки из Томска и из Новосиба. Зимой увидеть какую-нибудь японскую дрыгу сложно, проблематично, потому что они под лето строятся. Но тут чувак решил не останавливаться и газовать и зимой. Чеснарь? Да, Почти. Почему в Омск ты приехал? Да давно в Омск надо было ехать уже. Говорили, что народ прям валит. На самом деле народ валит, ну а чё? Да, Поэтому. конечно. Расскажи нам про машину свою классную. Skyline 32 в Красноярске построенный. 25-й мотор.
что только не было. Там были BMW 30-ки разные, были Жигули, были Волги. Вот, в прошлом сезоне вообще 2 машины за сезон удалось поменять, приговорить. Круто. Вот как-то так. Здравствуй, товарищ. Привет. Расскажи нам про Жигу. Хочу рассказывать. Стоковая тачка. Не надо. Здесь стоит 16-клапанный мотор на строкер-ките, объем 1.8, на стандартных валах полностью, на облегченном сцеплении. Стандартная жигулевская коробка, длинный редуктор на блокировке с преднатягом, ну, гидроручник с распределением момента, подвеска стандартная полностью, амортизаторы. Пружины подзапилены немного, сошки подпилены, ну и все по сути, весь конфликт машины. Почему ты наклеил наклейку на крышу? Потому что это наклейки уже 3 года ей, и стиль вождения у меня именно такой, что go hard. То есть либо ты на все бабки херачишь, либо ты вообще сюда не приходи лучше. Вот я с таким зарядом каждый заезд провожу. Финальные заезды прокомментируют их участники Вадим Шпет и Никита Карпов. Вадик так интересно сидит в машине, когда дрифтует. Это Давай не будем. Так все как баба, знаешь. Вы вообще видели, как баба и вот так прямо? Из-за пуза. Нет, Первый. Постановка. вот это читерный его разгон на автомате. Фу, на прямых колесах. Я победил чуть не. Все, оставь. Все решено. Несинхронная перекладка. Первый получается, да, справа? Едет как бы. Но это опять несинхронно. Мы сейчас твой заезд посмотрим, подожди. Ты вообще будешь там вдалеке ехать. Ну ладно, тут более-менее близко. Спасибо. Смотри, там Корректировка. поддержка. Поддержка. Слышал, какая поддержка была? Все Опять были- перекладка несинхронная. Да, я здесь заглох. Вот смотри, он и заглох поворот не включил, и все включил. Я, Он ну, просто заглох посреди трассы, а я поехал да. дальше. Много было людей, которые, не знаю, волонтеры или кто там еще, подходили, говорили, типа, ну, трое точно подходило, типа, ты на чем едешь? Я говорю, он на кресте, он такой, на диване, типа, понятно, ну, там, крест. Все кричали: Серега, давай. Но когда мы с Никитой проезжали заезд, напротив, где все трибуны, были еще другие трибуны. Вот там, когда ты едешь в дуге, перекладываешься, и просто тебе 3 раза подряд
Мне кричали: Серега, давай. Я сначала первые 2 раза приезжаю, думаю, какой Серега? Я думаю, кому? Никита, Вадим, где Серега? Они думают, что я Серега, а я даже знаю почему. Потому что у меня 37-й номер, как у Быковского, Сергея. Они орали мне все заезды: давай, Серега, а я не Серега. Это Вадик, но я не Серега. Спасибо, пацаны. Но я не Серега. Что, блин? Ты перекладки видел? Синхрон. Вот сейчас ты как... Но сейчас было это вот круто, тут, да. получается. Вот это видел? Это вот тут был, как дебил залез. И где ты сейчас? Где Где я сейчас? Я в базе. Внутри ты Я сейчас. в базе. Вот в данный момент я нахожусь в базе. Неважно, выиграл ты сантиметры или дюйм. Победа есть победа. Какой из них командный пакет? Какой? Это уже сразу квалификация или тренировка? Кого-то из них 6 раз развернул. 5. Вот кого. Так, разгон. Ага. Флип. Ну, Фишку проехал, молодец. Торм. На тормоз. Зачем? в прошлый раз ты Ты там не хотел нажимал. сбить? Ты там прям хорошо заехал, когда... Макса хотел сбить? На боу-центре вы заезжали в топ-8. У нас было 8. Смотри, ну в этой Вот фишке. тут смотри, как надо прям. Слушай, а почему у меня 98, они у вас, может, перепутали? Смотри, его даже не развернуло. Он уже почти все проехал. Почему он так много? ты говоришь? Ну, кто снимал? А Егор тебя полностью, да, снял все? Тёма выехал. Тёма даже не... Тоже сразу что-то, сразу рулем начал крутить. Так, Артём ставится. Тоже тормоз зажал, тормоз. Мы ему сказали, Не что отпускает тормоз. Мы на самом деле с Саней ему сказали, нажимай больше на тормоз. Его разворачивает там же, где. Мы обратно поворот. А снимал кто-то качественно опять. Его развернуло вниз камера опять все. А дальше уже момент прошел. Теперь же, да, как будто он снова едет. Как будто и не развернуло. Надо Если же- смонтировать. Саня. Смотри, они... Ну, Ну, Егор. прямо поехал. Артем. Да, Артём. Ты такой перекладываешься. Поеду прямо, Артём потом там приехал на поставлю. дрифт или на тайм-атак? Мы заплатили другого. Слушай, почему? Егор, Почему Егор каждый раз, когда тебя разворачивал, опускал камеру? Я уже 2 раза... это не мой брат. Я уже 2 раза развернул. Вот и третий. Так хорошо. Опять в камеру. Тёма ускоряется. Тёма прям поехал, смотри. Сейчас. Точно ты? Сейчас. Нет, он Зажал тормоз. решил Быстро ехать едет так. сразу. Не, это вообще беда какая-то. Если по-честному, то мы нифига пока не понимаем. Мы умеем, типа, чтобы в заносе шло. А уже детально разбирать, что, да как, почему неправильно получилось. Как дотянуть до туда, как не развернуть. Да блин, вообще жестко, на самом деле ничего не понятно. Много очень нюансов, много надо изучать. Скажите нам, как исправить ситуацию? Нужно больше тренироваться. Нужна хорошая резина. Ну видно же, что кал. Мягко На самом говоря. деле вам нужно для начала подготовить машину основательно, чтобы она ехала равномерно и одинаково в обе стороны.